елка у нас стоит. Где елка? Тут ее, наверное, нет, она только на загрузочном столе. Почему? Ну, ее тут надо найти. А я не видела, чтобы мне давали елку. У меня нету ни тыкв, ни дерева. Потому что их надо найти в сундуках. А где сундуки эти? Неизвестно. Да вот хрен его знает. Это что? Афистралы. Интересно, уже спарились или пока нас не было в игре, это не считается вообще? Родился? Сейчас посмотрим. Довольно написано время. Сейчас я отвечаю просто. 26 минут. Нет, получается, в конце стрима увидим. Так, а что мы можем? Луны. Жетоны. И найти ящики с капустой. Давай ящики с капустой найдем. On another adventure, are we? Так, надо продать. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? What do you have for sale? What are we looking for today? Likewise. This will do just fine. Thank you. О, какие-то у меня очки даже лучше есть. Thank you for stopping in. I appreciate it. Тут есть на карте страницы руководства, две не открытые. Прям тут где-то. Надо их открыть. А, вот одна, буквально. Угу. О, в него можно войти. Nothing clears the cobweb. То есть там чеснок все-таки есть, ага. Кто меня добавил в учетную запись? Ну, где что там написано? Добавлено в учетную запись. В умах теперь есть доступ к iMessage и FaceTime. С чего вдруг? Ну, это... я, наверное, MacBook свой перезагрузила. А мы же семья. Возможно, из-за этого. Мне пишут и пишут целый день. Все хотят знакомиться. А тебе тот ответил, чувак? Ответил. Что сказал?
сказал, ссылку не могу отправить, но у меня есть вот что. Прислал мне фотку какой-то девочки. Пишут и пишут и пишут. Они что, сколько слили? Какая-то уродка случайно твой телеграм дала. О, тут замок как будто цвета другого. Да, другого однозначно. Я впервые вижу. Какой-то очень яркий. О, кошка. Не будешь салат? Буду. Сейчас сухари поем. Зато кошку тоже погладить. Revelio. Фортепиано впервые вижу. Тут нет случайно Диме маски? Я бы увидела, и она бы сказала. Да, она бы сказала. Ну, вдруг на втором этаже. Это птица, что ты? Это наконечник на этот. На палку. Ну, та с капустами бежала в другой стороне вообще. Понимаешь? Да, немного бесплатно. Или просто бежал человек. Угу. I didn't always like it when I liked battle. Revelio. Perhaps I'll scout around Felcroft for something to poach. You can feed a beast, or it can feed you. I prefer the latter. Остался. They come up when the clouds are dark. А чё не дают? Best time to strike. А чё не дает он мне ударить так странно? Да ладно, их надо убить. А что-то никого, ну ладно. Ой. Кто еще, да? А, вот там два человека. Где? А вон. Остался синий. Все, не могу собрать. Много? Да. Revelio.
crate of Chinese chomping cabbages is somewhere in this camp. Bruh, ain't good for much. Not unless you fancy getting squashed by a troll. Hogwarts is very lucky they've got protection. If a beast can't outsmart me, then it deserves to die. Не сразу видит. Нет. Сейчас. Блин. Можешь заморозить, если второй раз не ударишь, он не какое-то время. Да, какое-то время заморожен. Ага. Мне тоже понравилось. Ходит там. Ну, какой-то вообще. А это что за друид? Тут испытание Мерлина. О, что это? It's one crate in hand. I only need one more. Наверное. Давай. О, кто это? Сейчас как раз мы поймаем. Это красивенький. Угу. Ну давай, выходи. Давай! Да, ты на улице, давай еще, давай еще, давай еще, давай еще! Не поймал. И чё ее Левиоса? Она улетела. Она просто улетела. Какая-то птичка. Угу. Помнишь, ты второй раз взяла этого? Да, но она прям полетела. Где испытание Мерлина? Вот оно. Ага. Угу. Мне тоже так кажется. Угу.
These learning trials won't get the best of me. В этом регионе, наверное. Противоречащие. Not sure how I'd fare in a little place like this. Угу. А вот такие соленые. Ой, не надо было. That is food out! You can see why Feldcroft needs. Ranrock's loyalists are hiding out near Feldcroft. They must have the other crate of Chinese chomping cabbages. Чё? А там тоже у нас был такой фиолетовый кружок. Почему, да? Ну, там надо было искать, потому что капусту. А что мы нашли? Капусту. А, мы там нашли That's капусту. all of the Нашли. crates of Chinese chomping Ой, я нашла cabbages. капусту. I'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. Ну, сейчас, давай уже этих побьем. Never anything interesting around here. Оружие вскинул. И ничего не делает. Все. Revelio. Что капусту не забирать? Собрала уже. Все, нашли все капусты. Угу. Что теперь? А, теперь прям в этот городок их надо доставить. Ну, мы сюда их и должны были доставить. Hello there. Do you have a special delivery for my dear friend Eddie? Hello, Mr. Ndai. Eddie Thistlewood sent me. Yes, he told me to expect you. Do you have the Chinese chomping cabbages? I have them right here. Marvelous. This will go a long way towards protecting the hamlet from Ranrock's loyalists. The same foul curs who, I'm willing to guess, intercepted them in the first place, along with Rookwood's lot. Feldcroft owes a debt of gratitude to you and Eddie. Thank you for your help. Do you have any idea why the goblins are attacking Feldcroft? No clue. I used to think it was because of its strategic location, but now it's as if they were looking for something. I will admit, however, that I don't know what they could possibly be looking for. How do you and Eddie know each other? We met at Hogwarts. Been friends and business associates ever since. I wasn't surprised to get his owl about his Chinese chomping cabbage scheme. He was always one to go out of his way to help another.
You're welcome. Happy to be of assistance. At last, some reinforcements. Hopefully this is enough to thwart the goblins. Так, сейчас. Можно мне полотенце теперь? Я еще видела тут сундук, а еще если есть какие-то замки, надо открыть, поискать Диме масок. Вон сундуков сколько, вот прям сзади. О, сидит мужик. Да нет, по-моему. Ну, я не посмотрела, если честно. Как будто бы нет. Жень, ну иди. Внутри. Ого, кубки. Семья Квидичев. Может, они там спят, он раскладной. Еще кубок самый главный. Короче, все в квиддич играют. Прикольно. Ой. Еще вот тут сундуки какие-то. Вот на карте. Уровень 2 замок. Ладно. О, еще одна появилась у меня ручка. Что такое ручка? Ну, для этого. На палку. У меня уже 2 ручки. Такая появилась. Такая была? Ну, вот такая была. И вот такая появилась. О, как красиво. С ракушкой. Все оставляем. Она что-то дает? Не, они ничего не дают. Какая-то страница руководства тут еще. А вот. Шапка причем, не шляпка. Так, с Себастьяном можно поговорить. Он там нашел что-то в книге Слизерина. Это все было? Ну да. А ты бы мне маску не нашла. Ну ничего. Как это жрать, блин? А чтоб не уделываться, как свинья последняя. А тут какой-то сундук. Или он подо мной. Вот тут Диме маска одна. Можно ночью дождаться. В кабинете профессора Фига. Почему? Я прям помню это хорошо. А, он второй замок, вроде второй. Чё? А. Acceptable. Acceptable? In transfiguration? No child of mine should receive less than outstanding. What are you even doing in that class?
Or is it that sniveling teacher of yours? You can be sure I will be having words with that so-called school. You will receive an outstanding one way or another. Бедный. Какие все родители, да? Ну, не все. Уже удела полотенце, только новое взяла. Да капец, блин. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Что, не будем говорить? Потеряли друга. Я тоже сказала так. We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Oh! Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. Вот No, I так. didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Вот так-то.
нас есть задача поймать животных, убить тролля и выполнить... И встретиться с девочкой, которая нас с гиппогрифом познакомила. И что-то там про браконьеров. Что хочешь? Ну тогда можно животных поймать. Ну да, сейчас поймаем тогда. И все. Угу. Что да, завтра с утра понятно будет. Какая-то страница в Википедии. А, и тут какие-то... А, ну тут и лагерь. Нет. Просто стена. Ой, вот тут где-то. This could prove dangerous if I'm not careful. А вон они. Эти птицы? Да. Ой. Ёлки-палки. Возможно, заморозить. Ну, конечно, они все подпрыгнули. Они телепортируются еще. Сейчас я это поймаю. Они дают нам ее еще раз. Он все поймала. Не дают еще раз заклинание исполнить в этот момент. Ну, еще одна надо. Я не знаю, да, почему вот так. Там какое-то твари, какое-то несчетное количество. Ну, посмотри на карте. Сейчас, пешком скорее. Угу. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Здание. Ну, потому что там там портал. Жаба. Ну, это же вот эта жабка. Ну, вот это. Ой. Нет, не вот эти жабы надо других жабах. Ну, потому что на болото. Ну, как-то ж мне надо жабу поймать. Сейчас как реально тут много. А, вон они.
Опа. Assignments are finished. Ага. Сейчас. Их там много. Ну, сейчас нам надо к профессору. А, она пришла за мной. Я тебе говорю, какой. Почему профессор? Ну, это я для профессора выполняла. Я думала, их надо. А, из-за того, что я в бою, не хотят, чтобы я перемещалась. Ладно, сейчас. А, и вы это сделали так? Да. Ну, мне интересно. Ну, логично, да. Никто не пришел. Да, Федор сказал, не придет. Он там занят. А Саша просто не пришел. У эльфа. Ждешь занятий? А? Ждет занятий. Всю ночь стоит, ждет учеников. Надо книги, да? Ну, только днем надо. Синенький. Excellent work today. Class dismissed. I take it you're ready to learn your new spell. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Head and try it on the pumpkins. Охренеть. Just like that every time. Assured and in control. Professor, might I have a moment? Yes. What is it? I was wondering, what inspired your interest in magical beasts? Are you considering some sort of profession in the field? I haven't decided quite yet, but I do find magical beasts fascinating. You do seem to engage well with the beasts in class. I believe that when choosing a path, particularly of a scholarly nature, one must take into account both one's enthusiasm for a particular subject, as well as how one may best serve the students to whom one is obligated to both inspire and teach. Of course, Professor. When did your path become clear? I recall it quite vividly. It was the summer between my 6th and 7th years.
I read in the Prophet about a wizard who'd been selling alchemy eggs and disappeared in the mountains near my home. I knew of the alchemy, of course, from my studies, but they are native to lands east of here, such as India. I wondered if it was possible that an alchemy could be so nearby. Hence, I went to find it. What type of beast is an alchemy? It is a spectacular beast. A feathered, winged serpent-like creature that can grow or shrink to fit a particular space. Its eggs are made of pure silver, hence the desire to trade in them. Seems quite a challenge, finding an alchemy in the mountains. It was. After a few days, during which my parents grew increasingly annoyed at my absence, I found what little remained of the wizard egg trader. He was near a tree hollow, and there, inside, was a nest with 7 silver alchemy eggs. What did you do with them? Nothing. Beasts are to be valued for what they can provide for wizard kind. Protective clothing, potion ingredients, even wand cores. Only poachers see the value in ending a beast's life for galleons. I left the eggs alone. I hid. And moments later, the beast flew right over my head. Breathtaking. She then seemed to all but disappear as she shrunk to fit into the hollow. That sounds incredible. Indeed. I knew in that moment that I needed to understand all that I could about beasts and ensure that wizard kind learned to benefit properly from them. Now, I trust that I have answered your question. You would do well to continue your study of beasts, regardless of your chosen path. Beasts and all that they provide will vastly improve your life, and perhaps one day even save it. I shall remember that, Professor. Thank you. Вот так. Сейчас. Excellent. You have it well in hand. Ладно. Все тогда на сегодня. А, точно. Ну, это комната вторая. Их теперь 3. Вот он какой маленький. I should let Deke know about the newborn thestral. Жаба теперь тоже тут будет жить. Где она, кстати? Вон она. Не вижу. Вот. Ой, не-не-не-не-не-не. Случайно. Ой, они все убежали. Извини, жаба. Назад. Кушай. Смешная жаба.
Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we both can see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Да. Такая игра, конечно, вообще не стали делать прям сказочку. Тяжелые темы тоже оставили. Ну, как и полагается.